Всем привет! Сегодня мы смотрим большой мех Кая. На коробке мы видим сам мех и мех волчьей маски, а также мини-фигурки Кая, волчьей маски, Джорданы и Зейн. На боковой стороне коробки мы видим Кая. На задней стороне коробки мы видим всех трех мехов. Меха Кая, меха Коула и меха Соры, а также их три варианта комбинаций, которые мы попробуем в следующем видео. Соберем же его! Открыв первый пакет, мы сразу собрали мини-фигурку одного из злодеев. Джордану. И перешли к сборке фигурки волчьей маски, который также управляет небольшим мехом, представленным в этом наборе. Крепим щит на груди у меха волчьей маски, добавляем ноги, ступни с когтями, присоединяем хвост, заканчиваем сборку, собирая руки с двумя когтями. Со второго пакета нам попали детали к мини-фигурке Кая. Готово! Фигурка Кая присутствует в инструкции на всех этапах. Наконец переходим к главной сборке этого набора – меха Кая. Следуя инструкции, собираем верхнюю часть туловища меха и устанавливаем броню с эмблемой. Присоединяем нижнюю часть туловища, к которой будут крепиться ноги меха. Защелкиваем сначала одну ногу на болджойн и вторую. Из запчастей третьего пакета мы собираем фигурку Зейна. Готово! У нас еще много деталей, из которых у нас получилось собрать ступни. Они также крепятся на болджойнах. И заканчиваем сборку его руками с защитой, декорируя их огнями. А вот и наш основной мех. У него классная цветовая гамма. В первый раз он использовался Каем в третьей серии второго сезона Восстания драконов. В этом наборе есть новые детали. Это большие скосы. Они использованы на коленях и в плечах. Также новое решение здесь — это наконец-то предусмотрено держатель для оружия и минифигурки, потому что раньше его надо было запихивать либо вместе с минифигуркой, либо же куда-то ложить. А теперь давайте сравним две версии мехов Кая. Оба меха выполнены в красно-золотых цветах, где, конечно же, красный цвет значительно больше преобладает. Золотым цветом выделены только некоторые элементы. Руки как в версии с мехом скалолазом, так и в новой версии в локтях не сгинаются, они подвижны только в плечах и в пальцах. Что касается ног, то в обоих версиях они неподвижны в коленях, вращаются только ступни. У обоих мехов открытые кабины, без дополнительной защиты в виде стекла или каких-то других элементов. У меха скалолаза тонкие длинные клинки, которые он держит в двух руках, и скалолазные крюки в других руках. Новая же версия имеет один, но огромный меч, а может даже это тесак. Новый мех гораздо более подвижный благодаря соединению на болджойнах. А вот и мини-фигурка управляющего меха. У него новая экипировка, в которую убрали наплечники. У него уникальный шлем и классно принтованный торс. И ноги. К сожалению, руки и кисти не принтованы, но это не страшно. У него два выражения лица, одно из которых как в мультике, а второе как будто он надел маску специально. Он хорошо смотрится в мехе и управляет. Это мой любимый ниндзя после Джея, и поэтому мне очень нравится, как он выполнен. В этом наборе есть второй ниндзя, и это ледяной ниндзя Зейн, с таким же уникальным шлемом, как и у Кая. Так же, как и у Кая, он вооружен катаной, у него золотые кисти и белые руки, классные наплечники со звездочкой в золотом цвете. Он сражается с Джорданой, у него классно выполнены два выражения лица. Одно такое же, как и у Кая в маске. Второе, где у него видно его глаза и его металлическое лицо. Давайте же перейдем к злодеям этого набора. Это волчья маска. У фигурки нет наплечников, но у него классная маска. Он имеет два выражения лица. Одно, когда лорд Рас ударяет в гонг, он становится сильнее, вся доброта разрушается внутри него, и у него начинает светиться маска. Из-за этого у него светятся глаза и рот.
А второй обычно, когда он просто в состоянии волчьей маски. У него хорошо запринтованный торс и ноги, фиолетовые кисти и серые руки не принтованы, но это не страшно, мне нравится этот злодей. А вот и Джордана с новым кривым мечом. У нее прикольная краснобурая прическа, двойное выражение лица, одно из которых зловесно-радостное, а второе непонимающее. У нее есть классная шубка, накинутая вокруг шеи, у нее хорошо заплетованы ноги и торсик, но не принтованные серые руки и темно-синие кисти. Это сильный злодей, и мне нравится его история. В этом наборе присутствует еще второй мех врага. Это мех волчьей маски. На каждой руке и на ноге два когтя серо-металлического цвета. Кабина похожа на то, что у Кая в этом же наборе. Соединения ног необычные. Эти крепления выполнены в виде буквы А. Это можно использовать было бы как маленький, но хороший набор. Мне понравился этот набор. Учитывая количество деталей, это очень хороший набор. В этом наборе немного мини-фигурок, но у него очень классные постройки. Интересно, кто же победит, мех Кая или мех волчьей маски? Вы, как всегда, были на канале LegoBlock. С вами был Артем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока!